Добрый день, подписчики! Для вас новое видео по нанесению декоративной штукатурки. И это будет интересный вариант. Использовать будем декоративную штукатурку Marmora. Это торговая марка Effectum. Первый слой. Смотрите, наносить будем вот на таком большом образце. Он у нас будет образцом в отделе. Стоя его неудобно, поставить некуда, поэтому он будет лежа. Первый слой, предполагаем сразу, что это у вас стены. Первый слой мы должны окрасить подложечной краской влагостойкой, либо это будет праймер белый, например. На грунтованную стену красим, краска высыхает и наносим. Вот такой вот у нас пыльно-розовый цвет яркий. Нам нужно нанести декоративную штукатурку Marmora, или это будет венецианская штукатурка. Ну, что у вас есть, тем и пользуйтесь. И наносим мы ее не рисунок, а вот просто первый фоновый слой хаотично. И наносим сплошным слоем, не оставляя пробелов, заполняя углы наружные и внутренние. Стараемся не оставить белых проплешин. И если вам будет удобнее, вы можете даже краску вот эту подложечную или праймер заколеровать в цвет Marmora. Мы не колируем, потому что мы для видео снимаем в основном. И если бы она у нас была колерованная, то не было бы так видно, как мы наносим. То есть вот, не рисунок, ничего, а просто слой. Расход здесь будет примерно 300 грамм на квадратный метр. Достаточно тонкий, фоновый слой. Что будем делать дальше, пока не расскажу. Сначала нанесем. Я думаю, что вам должно понравиться. Вы, наверное, это, возможно, оцените. Как будто бы шпаклюем хаотично. Мне предлагали сейчас одеть фартук, но я отказалась. Возможно, я это сделала зря. Ну, посмотрим. Может, я сейчас вся буду уже в декоративке. Не очень удобно делать на лежачем планшете. На стене гораздо удобнее. Излишки снимаем. То есть не должно быть каких-то там наплывов крупных. Более-менее однородная поверхность, как будто бы шпаклеванная. Так, перейду на ту сторону. Такой красивый цвет. Очень пользуется спросом в последнее время. Кстати, задавали вопросы, почему мы не указываем цвета. Вот цвет. IP 142-3. Это цвет. Наносим безотрывно. Как правило, если вы профессионал, то вы и сами знаете. Вам не надо объяснять, сколько времени уходит на нанесение. А если вы не профессионал, то одну стену вы нанесете буквально за часа два. Ну, смотря какая стена. Может, она у вас там 20 квадратов одна стена. Тогда будете барабаться до вечера. Как правило, стены, ну, до 5 метров. В основном в квартирах статистически. 3-5 метров стена. Часа два будете ее вот так вот шпаклевать, грубо говоря. Вопрос, можно ли это сделать шпателем? Не кельмой, а шпателем. Можно. Если вам так удобно, можете делать шпателем. Вот этот вот слой. Первый слой окрасили. Краска высохла. И второй слой наносим кельмой или шпателем, если вам удобно шпателем. И остался у нас последний участок. Обратите внимание, что рисунок мы не стараемся создать. Мы просто стараемся максимально равномерно нанести.
И последний участок наносим. Видите, я наношу участками и потом соединяю. То есть вот здесь нанесено, и я сюда соединяю. Также на стене наносите участками в шахматном порядке. Сейчас ведрышко мы вам покажем тоже, что за мы материал использовали. Тоже это вопрос был зрителей. Показывать ведро. Вы можете этот материал заказать у нас. Мы называемся Гура Декор. Находимся мы в городе Ижевске. И отправляем материалы в любой регион. Оформим вам доставку, рассчитаем, поможем выбрать цвет. Для этого мы, в принципе, здесь и находимся. Если кто-то самостоятельно, например, наносит, то индивидуальные видеоуроки в том числе снимаем. У нас на канале есть такие видеоуроки, когда не просто показали, а прямо конкретно под человека. Все ссылки есть в описании, как с нами связаться. Самый легкий способ связи — это мессенджеры Viber, WhatsApp, ВКонтакте. Все это есть в описании. Выходите на связь, задавайте вопросы. Сейчас мы вот это вот все хозяйство оставляем сохнуть. Сохнет, как правило, часа 4. Все зависит от влажности. Мы подождем часа 4, пусть просохнет, не будем торопиться. И продолжим. Смотрите, вот она, вот эта штукатурка декоративная, которую мы наносили, пыльно-розового цвета. Это основной фон, он такой яркий и красивый. Я сейчас, пока у нас сохнет образец, хочу вам рассказать, сколько будет стоить вот этот данный образец, сколько он выйдет по стоимости. Например, сама декоративная штукатурка при расходе 300 грамм, как мы сейчас наносили, будет стоить за квадратный метр 108 рублей. Плюс мы будем использовать шелк S, торговая марка Эффектум. Сейчас минуточку, и будет там расход примерно 100 грамм, это будет 140 рублей. И плюс лак примерно рублей 30, воск база, небольшой расход, примерно рублей 30. Дальше самый первый слой, фоновая краска или подложка или праймер, что-то такое, выйдет у вас тоже рублей, допустим, на 30. Итого стоимость за квадратный метр 108 плюс 140 плюс 60. 308 рублей квадратный метр стоимость материала. Если кого заинтересует, пишите, задавайте вопросы, мы комплектуем. Материал продается от килограмма, то есть мы это все можем вам разделить, сколько вам нужно на вашу площадь, и отправить в любой регион. Ждем высыхания и продолжим. После полного высыхания декоративной штукатурки мармура, вот он у нас получился, как будто бы шпаклеванный фон, вроде никакого ни рисунка, ничего. И дальше мы будем использовать вот такую штукатурку, это торговая марка Эффектум, шелк S, перламутровый шелк. Мы его будем наносить очень-очень тонким слоем и попробуем оставить такие разводы, линии такие волнистые. Посмотрим, что у нас получится. Накладываем. С этой стороны будем работать, тут пока солнце не пришло еще сюда. Накладываем тонкий очень слой. И оставляем вот такие волнистые линии. Вот так. Можно заполнить всю поверхность, чтобы... Так, заполняем всю поверхность, чтобы не оставалось вот этого яркого цвета, иначе будет пятном, бельмом таким. И накладываем вот такие линии. Вот так. Смотрите, мы оставляем вот с этого края излишки на поверхности стены. И они у нас вот такими прожилками должны оставаться. Но не слишком крупными, чтобы не стекало. То есть вот такие вот небольшие прожилочки.
Так, смотрите, если вам где-то прожилок не хватает, вы их добавляете, но не старайтесь, чтобы они были очень крупными. То есть мы практически снимаем насгир и только оставляем край. С края вот этот вот остаток, перехлест такой. Вот. Смотрите, вот это слишком крупно. Убираем излишки. Оставаться должен небольшой вот такой переходик. Здесь расход шелка примерно грамм 100, даже может быть местами и 50. Можно его водичкой подразбавить, если хотите, тогда цвет будет более насыщен. Вот так и наносим всю стену. Получается, у нас идет нажим вот на эту часть кельмы, нажимает рука, а здесь у нас чуть-чуть приподнятый край, чтобы вот этот вот наплывчик оставался. Прожилочка такая, чтобы оставалась. Вот. Можно эти движения делать перекрестными. Это уже кому как нравится. Края, углы сразу же, не забывайте сразу их сделать так, чтобы уже не переделывать. Потом замучаетесь поправлять. Пустоты в углах не очень хорошо смотрятся. Сейчас я попробую перейти на другую сторону. Может быть, мне отсюда будет удобнее. Да, в данном случае эта сторона удобнее. И вот так оставляем прожилки. Также можно было, вот, если бы мы водой его разбавили, да, шелк, то у нас он был бы нижний цвет гораздо-гораздо ярче оставался бы. И последний заход. Теперь все, что мы покрыли, мы должны закрепить. Закреплять будем воск базовый. Это прозрачный состав, восковая эмульсия. Она не дает никакого эффекта, кроме защиты. Вот мы сейчас будем защищать. Наносим либо с помощью валика, либо с помощью кельмы. Но даже если вы валиком накатываете, то лучше все-таки кельмой пригладить, чтобы не было шубы. Ну, то есть он такой вот густенький, вот такой. И мы должны просто его прокатать. Тем самым усилив еще цветовой эффект. Воск или лак, то есть все подобные материалы, они усиляют цвет. Видно сразу, что цвет выявляется на 2-3 тона, становится ярче. Почему кельма? Потому что от валика остается след, шубка, а от кельмы такого следа нет. Все. Вот и вся причина. Солнце уже не в нашу пользу, но мы справимся. Я думаю, что весь основной эффект вы увидите. Здесь мы стараемся ничего не оставлять, просто ровно-ровно-ровно, очень тонко раскатывать. Таким вот образом защищаем поверхность и выявляем яркость. После этого он уже будет готов. Увидите финишный результат. Я надеюсь, он вам понравится. Так. Здесь как раз вот хорошо видно, потому что здесь не засвечивает.
Старайтесь не оставлять пустот. Это тоже очень нехорошо. В данном случае, даже если это прозрачный состав, то все равно. И воск также наносится от угла до угла без остановки. Как и все, в принципе, декоративные материалы. Не останавливаемся. Гладкую поверхность нам нужно без соплей. Помните, я говорила, что мне предлагали одеть фартук? Без комментариев вообще. Я вся в декоративке. Вот такой вот получился вариант. Образец несложный, сделано из того, что было. Я надеюсь, вам понравится. Не забывайте подписаться и поставить лайк. А еще очень важно писать комментарии. Хорошие или плохие, но лучше хорошие. Всем пока! Самого ребенка.